Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером собрались у экранов телевизоров, и своих гаджетов и других приборов и устройств, в которых есть YouTube. И там можно еще менять страну, если вы находитесь в Украине, на другую. И свободно смотреть, слушать честно все как есть в мире происходящее и, соответственно, вокруг Украины в том числе. Степан Геннадьевич Димура поделится своими взглядами прямо сейчас. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, это принципиально важно, исключительно из технологических особенностей вещания нашего прямого. Также подписывайтесь на телеграм-канал Степана Геннадьевича, ссылка в описании. QR-код, который возле меня, это возможность ворваться в эфир со своим текстом, сообщением, в общем, давайте, пишите, чего хотите, если работает этот сервис. Также спасибо большое за участие в чате трансляции, там супер стикеры, супер чаты, супер спасибо. Большая вам благодарность и, как говорится, наши вам с кисточкой за то, что поддерживаете канал. Ну и там же будем принимать вопросы в самом конце. В сообществе есть анонс нашей встречи, и для финала программы оттуда начнем зачитывать ваши вопросы. И, конечно, из телеграм-канала, закрытого телеграм-канала клуба зрителей тоже есть определенное обращение к Степану Геннадьевичу, поэтому присоединяйтесь, время еще есть, чтобы успеть написать свой вопрос и получить на него ответ. Начнем с опроса непосредственно в нашем чате. Он своеобразный и связан именно с Зеленским. Я выбрал именно этот глагол, потому что, ну вот как сейчас дела обстоят. Подписали некую сделку. Сделку, которую никто не видел, деталей никто не знает. Украинская сторона говорит, смотрите, как классно было, стало, все, в общем, бомба, пушка, ракета, 50 на 50, все равноправно, все замечательно. Трамп лично выходит и говорит, слушайте, так мы 350 миллиардов хотели, а мы больше получим. И вот как-то вот смотришь на это, вроде как должна ратифицироваться в парламенте, но парламент пока ни сном, ни духом. То ли кто-то кого-то обманывает, то ли еще что-то. Ввиду этого опрос. Поддерживаете ли вы Зеленского? Вариант ответов да, нет. Когда да, когда нет. И а кто это? У Ермака работает? В общем, такие 4 варианта. Голосуйте, пожалуйста. Степан Геннадьевич, что вообще за тайна этой сделки? Зачем она нужна? И правда ли, что теперь, вот с сегодняшнего дня, торжественно, с 1 мая, День солидарности трудящихся, с которым мы всех поздравляем, теперь мы будем трудиться, украинцы, будут трудиться на американского дядю Сэма? Ну, во-первых, я тоже хочу поучаствовать в вашем опросе. Я голосую за первый пункт. Всячески поддерживаю Зеленского. А другого такого полезного идиота Кремлю не найти вместе с Ермаком. Поэтому всячески поддерживаю. Все его начинания. Долгих ему лет жизни, счастья, здоровья. Ну, с долгими годами я, наверное, немножко хватанул. Но это не в моей власти. Может, и черт его знает. А, Вы знаете, ну, как обычно, да, с Трампом и со всеми прорывными сделками, со всеми прорывными соглашениями, лучшими в мире, все покрыто каким-то мраком. Вот. Украинцы, по-моему, опубликовали текст частично сделки. Я так пробежался, ну, во-первых, история вопроса, да. Зеленский с дуру как-то поднял тему редкоземельных металлов, потому что она была популярна у Трампа в связи с китайскими ограничениями, санкциями. На Украине действительно есть мифические запасы, ну, мифические в смысле категории П, П1, П2, П3, еще Советского Союза. То есть, что-то намекает геологам, что там где-то по каким-то вторичным признакам чего-то лежит. Где-то там. И они, послюнявив в палец, поставив его по ветру, принимают решение, сколько там примерно тонн лежит и какая оценочная концентрация металлов. То есть это, ну, поэтому их называют мифические. Если вы помните, изначальная оценка была американской помощи 500 миллиардов, потом 350, потом 100. В результате американцы не получили ничего в деньгах, никакой предыдущей помощи в фонд американцы в качестве взноса не делают, а все будет только в будущем.
По факту, что там написано? По факту там написано, что непонятно, какая сделка имеет юридический прецедент перед законами Украины. Но есть версия, там один из нардепов, у нас нардеп-инсайдер Железняк, говорит, что сделка выше, чем украинские законы. Я так и говорю, да, То имеет есть, прецедент перед украинскими законами. понимаете, А, Кабмин, который вчера ночью, вечером, очень поздно, кабинет министров, который утверждал, они как должны были проголосовать и дать вот этой госпоже Свириденко, которая ставила свою подпись. И что меня лично удивило, вот это, знаете, Бессент и она вот прям вот так вот возле своего лица держали вот эти документы, папки и подписи. Ну, слушайте, понятно, что вы там подписываете, можно было бы спокойно, ну, слушайте, протокольно сейчас мы к снять. этому дойдем дальше. Да, пожалуйста. Что там, значит, американцы хотели все вообще, все полезные ископаемые, значит, деньги и инфраструктуру. Энергетическую инфраструктуру, газовую инфраструктуру, портовую инфраструктуру. Но все вот эти лакомые кусочки, между прочим, отписаны уже бритом по столетнему договору. Поэтому было такое бадание, да, бриты возбудились жутко как-то так, помогите, грабят. И поэтому все это было бадание. Зеленский, уж шестерка бритов с Ермаком вместе. Было бадание, ну, дободались до того, что бритов трогать не стали, отобрали просто полезные ископаемые. Никаких гарантий никакой безопасности нет, никакой конкретики по территориям тоже нет. Типа вот такие вот абстрактные полезные ископаемые. Что там останется, не останется, вопрос открытый. Поэтому это скорее, знаете, такая пиар-фишка для Трампа, потому что 100 дней, рейтинг самый низкий, даже ниже, чем у него был во время первого срока после 100 дней. И, по-моему, это самый низкий рейтинг президента за 100 дней правления за последние 80, 70 или 80 лет. Поэтому нужно что-то показывать. И вот он показывает. Вот у нас сделка. Вот смотрите, сколько мы Америке принесем чего-то там, когда-то там. По большому счету, ну, тут же опять возникает вопрос. У кого есть какие полномочия по Конституции Украины подписывать такие сделки с недрами? Кому принадлежат недра? Понятно, что есть вопрос с легитимностью Зеленского. Понятно, что есть вопрос с легитимностью действующего созыва Верховной Рады. Поэтому в будущем, на самом деле, эти мины могут сыграть очень-очень интересную роль в игре не только против Украины, но и против тех же американцев. А кто будет Ну, играть? ребят, вы за это прекрасно, вы замечательно, вы подписали какой-то непонятный договор, все замечательно. Но дело в том, а кто его подписывал? Легитимности не было. А я думаю, что к тому времени, когда такие вопросы начнут возникать, у американцев уже просто будут не в силах что-либо вообще где-либо делать. Поэтому это такая, знаете, на мой взгляд, я так скажу, что единственный урок, который могут извлечь все актеры на мировой сцене из всей этой эпопеи с мифическими минералами редкоземельными и этой сделкой, это то, что британский генерал, наверное, месяца два назад, якобы в кулуары сказал, что с такими пассажирами, как Трамп, нужно действовать очень просто. Посылать их нахер. Бриты практически этой сделкой послали его. И он умылся. Это вот нужно иметь в виду всем акторам международной политики, что с такими пассажирами, как Трамп, только так и работают. Иначе нельзя. Так а кто будет Вот играть? китайцы то же самое, его послали куда подальше, тут же пошел откат всех и вся тарифов, пересмотры тарифов Да, и тому подобное. понятно. Так а кто будет играть в будущем? То есть, понимаете, в чем дело? Вопросы легитимности, они поднимаются правильно, с точки зрения того, а что это за Это подписи? мина на будущее, это не сейчас, это мина на будущее. Так а кто Потому в что будущем будет играть против Америки? ну, те же китайцы, ну, Россия с Китаем, например. Европа угасает, американцы, Трамп делает все, чтобы американская империя стала угасать не плавно и планомерно, а резко так схлопнулась экономически, политически. Поэтому это вопрос на будущее, такая закладочка. И правильно, что этот вопрос обсуждается, поднимается, но ничего поэтому не делается.
Потому что никогда люди не знают, хотя там за кулисы что-то планируют. За кулисы в последнее время очень часто смешит богов своими планами. Никто не знает, что и как будет завтра и послезавтра. А такая закладочка, она всем полезна. Особенно принимая во внимание, что никакого практически международного права больше не существует, а существует то, чем оно всегда и было. Право силы, закон джунглей. И кто-то, кто будет сильнее, эту тему в будущем разыграет при необходимости. Вот и все. Но еще раз, на мой взгляд, главный урок это то, что с такими пассажирами, как Трамп, работают просто пошел нахер. Все. Иди думай. Сегодня очень увлекательная информация пробежалась, такая инсайдерская. Российский телеканал «Звезда», да, Да. выдал, как бы, ссылаясь на своих источников, просто умопомрачительную новость, что кто-то приедет на парад 9 мая в Ну, Москву из слушайте, у вас Соединенных есть Штатов. Гордон с Бацманом, у нас звезда. Ну, мы же тоже должны как-то стебаться. Поэтому, слушайте, если приедет, это будет номер, да? Я не знаю, может быть, потому что Трамп, он ну, практически непредсказуемый, он не знает, у них нет плана. То есть у них есть хотелки Трампа, да? Хотелки Трампа, причем они реализуются очень интересно, в том смысле, что важнейшие детали внешней политики, важнейшие для него договоры, как он говорит, они почему-то обсуждаются с каким-то непонятным левым товарищем. Ни Рубио, ни командой Госдепа, а вот Виткофом, который, ну, вообще-то просто спецпосланник Трампа и не занимает никакой должности в Госдепе. Поэтому я не знаю, что с Трампом в голову придет, честно сказать. Какая хотелка, кто там, скажем, утром послезавтра в разговоре с ним окажет на него влияние. Я без понятия, честно говоря. Вот это вот Нет, вся ну то, что политика Рубио, Трампа. лично Рубио приедет, Это глава, будет, это будет нечто. это если это подтвердится, то это будет вообще... Я, в принципе, примерно знал, что будут какие-то сюрпризы. Они начались вот буквально вчера, потому что вчера подтвердилось участие в российском параде на День Победы Ким Чен Ына. То есть и Ну, получается у правильно. нас список очень интересный, своеобразный. Вучич вот только что перед нашим эфиром вышел и сказал: Европа, к такой-то матери идите, День Победы для меня все, я еду. А они на него давили, говорят, что в ЕС тебя не Да, примем. кто поедет, того выпарим. Да, то Да. есть, а он говорит, нет, я поеду. То есть, получается, Вучич, Фица из условно-географической и фактической юридической Европы будут сидеть условно на одной трибуне с Ким Чен Ыном. Представляете? Кровавым и товарищ Си еще приедет. Да, вот как Пашка. Я не знаю, приедет ли президент Ирана или верховный лидер. Но это будет... Ой, зла собралась. Реинкарнация зла. Но если приедет Рубио, у Европы будет истерика. Они просто... Они могут этого не пережить. Дурки будут заполнены политиками европейскими. Ну, реально, если Рубио приедет. Но, еще раз, понимаете, с Трампом возможно все, да? Вот серьезно. Поэтому я думаю, что решение, если будет приниматься, ну, будет приниматься в последний момент, и я думаю, будет пересматриваться 2-3 раза. Поэтому, ну, старичок балдеет, все, тащится. Трофейная жена есть, теперь есть трофейная должность. Вот решил еще папой римским стать. Ну, бывает. Жахнут по параду вооруженные силы Украины. Вы знаете, я думаю, что для Зеленского это было, ну, реально равносильно самоубийству. Физическое устранение. Вместе с центрами принятия решений и всем. Поэтому что-нибудь наверняка, какая-нибудь попытка наверняка будет предпринята. Возможно, ударят по там, войскам, которые будут на параде маршировать. Ну, что там, на оптоволокне дрона он практически неуязвимый. Его невозможно с ним ничего Да сделать, не например. дотянется на оптоволокне. 2-3 километра оптоволокна легко. Почему 2-3? 500? Сколько там? 600? Нет, я имею в виду, да слушайте, есть спящие ячейки, да, в России их много. Я имел в виду вот это. Понимаете, мы можем тут с вами фантазировать долго, но я более чем уверен, что замечательные британские спецслужбы очень долго об этом думали, очень долго что-то планировали. Именно на 9 мая.
Потому что, ну, не просто так отменили такое большое пропагандистское событие, как концерт. Не просто так. Поэтому, думаю, какая-то информация есть, и британцы над этим работали давно. Ну, а все, как обычно, спишут на Зеленском. Вернее, он сам на себя с радостью все возьмет. Но чтобы атаковали первых лиц государства, очень сильно сомневаюсь. Ну, потому что, по большому счету, уже все готовы сразу, чтобы что-то пролетело по тому же Лондону моментально. Без зазрения совести. И особо никто ничего возразить-то и не сможет. Ну, нет острова, и нет острова. Бывает. Поэтому, думаю, будет провокация такая, знаете, против крестьян, рабочих крестьян, а не против партийной номенклатуры. Почему Путин так заранее объявил перемирие 3 дня на День Победы? Не знаю, думаю, тоже Кремль свои игры играет пропагандистски. Типа, вот мы хотим, а Зеленский отказал. Сразу какие-то 30 дней непонятно. Это пропагандистские игры. Ну и потом еще, понимаете, тут же, например, Вучич приезжает. Ну, Ким Чен Ыну все пофигу. Тот же Фиц. Одно дело, они приезжают в воюющую страну формально, да? А другое дело, они приезжают в страну, которая находится в состоянии перемирия. Я понимаю, что это натягивание совы на глобус, но тем не менее. Поэтому я думаю, это исключительно такой политический ход, не более чем. Прямые переговоры, о которых говорит Москва, причем давно говорит, причем так формулируя там и на Совбезе ООН не бензя, и, собственно, ну что, да, Зеленский нелегитимен, у него проблемы с легитимностью с нашей точки зрения, но прямые переговоры мы готовы вести. Это тоже игра? Я думаю, да, потому что для этого Зеленскому придется отменять закон, который он принял в свое время, запрещающий ему вести переговоры любым госслужащим. Поэтому, я думаю, тоже исключительно политическая игра, не более чем. Но это для того, чтобы переговоров этих прямых не было, или правда Нет, все они, идет? может быть, и будут, но, понимаете, еще раз, ну хорошо, вот прямые переговоры, как требования, которые выдвигает Россия, как страна, практически уже победившая в войне, они неприемлемы для Украины, они неприемлемы для Запада. Ну, пришли, поговорили. Давайте создадим комиссии, которые будут работать над созданием рабочих групп. Ну, давайте. Ни о чем, на мой взгляд. Если мы предположим, что вот ну, есть такая версия событий, что 9 мая, перемирие на 9 мая, это будет как бы отправной точкой, и всех уломают и отправят на переговоры российскую, украинскую сторону, и они будут сидеть и о чем-то говорить. И вот Нет, дальше перемирие как бы продолжится, и стрелять больше не будут, а будут говорить нет, и договариваться. ну, слушайте, ну, Лавров и тот же Путин уже однозначно ответили на все это, что, ребят, ваши хотелки про 30 дней в том виде, в котором вы их хотите, идите лесом. Это страшно возбудило Трампа и товарища Грэма. Аж до трясучки. Страшно Крем санкции пророчит? Ну, в принципе, вторичные санкции, если их можно будет каким-то образом имплементировать и соблюдать за их исполнением, ну, они суровые будут. Ну, понимаете, это же тоже все обходится. Например, вдруг мы просыпаемся одним утром и узнаем, что в мире появился крупнейший нефтетрейдер Ватикан. Вы что, будете облагать 500% пошлинами Святой Дух? До этого даже еврейцы еще не додумались. О чем вы, ребята? За индульгенцию мало, ребята, решать любые вопросы. Но, в принципе, если не шутить, так сказать, не шутить, то это же будет страшно не только для России. Ну, Китай будет покупать, потому что они не только своими заявлениями, но и уже действиями показали, что, ребят, вы хотите войны, вы ее получите. Давайте воевать с американцами. Индусы, наверное, будут вилять попой. Ну, опять найдут там, я не знаю, там фирмы прокладки. Это как с санкциями Байдена с последним пакетом, да. Да, на месяц действительно очень резко сократился экспорт нефти морем.
Но через месяц нашли лазеечки, все нормально, все восстановилось. Сейчас вообще цена ниже 60 на Юрлс, поэтому все, кому не лень, все танкеры, все покупают, потому что это ниже ценового порога в $60. Но с другой стороны, ну хорошо, предположим, вы строго соблюдаете эти санкции, и с рынка одномоментно уходит 4,5 миллиона баррелей в день. ОПЕК и остальные производители там в течение, скажем, 2-3 месяцев, даже если американцы резко нарастят добычу, возместить такой объем не смогут. Потому что все эти сказки, что про резервные мощности ОПЕК, ну, мы их уже проходили. Это бумажные резервные мощности, это сказки. Там у них максимум, может быть, есть 2,5 миллиона баррелей в день. А хуситы не дремлют. Петька Стакан тоже там угрожает всячески. Не, ну Петька Стакан, Генерал Коволи, генерал Коволи, пожалуйста, ему через 6 месяцев на покой. Чувака реальная, как мне рассказывают, реальная фишка получить свою войну. Кончить Иран. Ну, дураков на этом свете много, поэтому что-нибудь да замутит. Ну и замечательно, цены на нефть могут быть и 200, и 300. Не проблема. ну, пока падает, второй раз по Вышли, 60. во-первых, американский потребитель уже головой ударился о бетонную стену, второй месяц подряд сокращается кредит потребительский. И вот вышли в данные по уверенности американского потребителя в завтрашнем дне за 5 месяцев рекордное падение. Было всего похожих два падения. Это в 90-м году перед рецессией и в 2001 перед рецессией. Ну и давайте еще впаяем бензин там по 15-20 долларов за галлон. Вперед, ребят, с флагами. Очень интересный вопрос задает во время эфира пользователь Артем Синько. Говорит, прокомментируйте, пожалуйста, Медведева. Пишет, что удар по энергетике Пиреней провели спецслужбы США, чтобы евроэлиты были позговорчивые. Такая вот soft power. Что Знаете, я думаете? думаю, все... Вот я сам любитель теории заговора, но разумных теорий заговора. Когда есть простое объяснение, как говорится, не путайте идиотизм с заговором. Вот, на мой взгляд, простое объяснение того, что произошло в Испании и в Португалии, оно очень простое. Аналогичная ситуация была, кстати, в Англии, но самый мощный блэкаут, самые мощные проблемы были в Австралии. А именно, когда эти дурачки переходят на все зеленое, вот все зеленое, за исключением гидроэнергетики, она в Испании составляет всего 1%, они там все плотины поразбирали, ну, значительную часть. Все зеленое, у него нет инерционности. Вот чтобы у вас не поплыли частоты, не началась расхронизация, в системе генерации должна быть существенная инерционность. Значит, должны крутиться огромные тяжелые генераторы с огромными тяжелыми роторами, которые спокойно могут воспринимать на себя, брать флуктуации в нагрузке в сети. 16 апреля те же самые симптомы, да, были в Австралии. Они там, правда, сидели неделю без электричества. В Британии британцы тоже там сначала говорили, что атака, потом аномальные явления, а потом объявили тендер на строительство инерционных накопителей для зеленой энергетики. Вот. Поэтому я думаю, то, что произошло в Испании, потому что они 16, если не ошибаюсь, апреля радостно объявили в выходные, что полностью система сидела на зеленой энергетике. То есть обычные станции с генераторами мощными генераторами, они не участвовали в производстве электроэнергии, не давали электроэнергию в сеть. И буквально через несколько дней мы получаем то, что получили. Поэтому я думаю, там все обошлось исключительно из-за идиотизма. Поэтому не стоит еще раз путать идиотизм с теорией заговора. Могу ошибаться, но судя по симптоматике и по предыдущим аналогичным случаям, я думаю, все так и было. Ну, вообще, конечно, ситуация такая, достаточно жесткая произошла, но вроде как быстро справились. Вот это удивительно, на самом деле, потому что австралийцы, там, по-моему, треть континента сидела
по-моему, неделю с перебоями. В результате они тоже изобрели такую фишечку. Илон Маск там очень быстро построил большой накопитель из огромного количества китайских пальчиковых батареек, который выполняет роль как раз большого тяжелого статора. Если мы предположим, что ну вот есть действительно план задушить Европу, Есть, и он работает уже почти чуть-чуть осталось. Поэтому то война не заканчивается так да, долго. да, то что, как здесь играет украинская война в этом отношении? Вот Она является инструментом, основным инструментом. сегодня приходят кадры, что вот смотрите, там Трамп заканчивает войну, вот одной рукой, да, подписывает сделку, другой выходит Венс, его вице-президент, и говорит, смотрите, 100 дней Трампа прошли, а вот за следующие 100 дней мы закончим войну в Украине. То есть не за 24 часа, а за 100 дней, говорит Венс. Уже за 200 будет. Да. Получается 200. 200. Ну да, почти 6 месяцев, чуть больше 6 месяцев. И в это время все же видят, что оружие идет. Даже реально, вот это прям правда, Идет. со Да. свалки, со свалки в США погрузили F-16 нерабочий, выброшенный На просто. запчасти. На Тупо на запчасти, да. запчасти в Украину. Ну, не со свалки, а из отстойников. И те же самые датчане тоже радостно передали очередные 4 в 16, забыв сказать, что они на запчасти. Но, тем не менее, оружие идет. Все, что было ассигновано Байденом, поставляется. И даже новость прошла, что по вновь подписанному как раз вот мегагалактическому соглашению о редкоземах уже 50 миллионов оприходованы и оружие заказано у американцев. Ну так это же копейки. Ну, это начало, это сам факт. Ну, сейчас, например, американцы выкручивают руки грекам, чтобы те передали Украине комплексы «Патриот», которые раньше были в Саудовской Аравии, греческие. Греки сопротивляются. Поэтому лучшее, вот еще раз, лучший ход, который может быть у Трампа, это просто уйти. И все это повесить на европейцев. Ну, ребята, мы вас очень любим, но давайте сами, а я на гольф. Поэтому, может быть, Рубио приедет на 9 мая. Это даже не потому, что там Трамп, типа, это не моя война, это война Байдена и Обамы. Чувак, ты был президентом, да? Ну, вот его последнее, про Крым вопрос. Обама отдал без единого выстрела, поэтому это спрашивайте Обаму и Байдена. Чувак, а 16 по 20 год кто президентом был, не напомнишь? Ну, он уже, судя по всему, специфика возраста. Вот. Поэтому просто уйти и повесить Украину на Европу. Европа очень быстро надорвется. Ну, Европа как-то последнее время, ну, как бы копытом не бьет. Ну, потому что, понимаете, одно дело кричать из-за спины большого такого бугая, а другое дело остаться один на один с таким очень недобро глядящим на тебя доберманом, например. Разные вещи. И они просто понимают, что они не вытянут. Ну, хорошо, деньги они, например, найдут на закупку американского вооружения. Найдут, без вопросов, я думаю. Найдут деньги на поддержку экономики Украины. Найдут, ну, скорее всего, да, найдут. И то не, вот здесь вот уже не факт, потому что, ну вот, Британия, страна банкрот уже, вот я не знаю, сколько им осталось на самом деле. Они выделяют в год 3 миллиарда фунтов на поддержку Украины. Откуда они берут эти деньги? Со стариков снимают, с программ поддержки. То есть это вроде бы смешные деньги, да, а их нет, как оказывается. Они только есть где-то в эфире. Поэтому это на самом деле очень быстро, я думаю, приведет к дальнейшей радикализации политической жизни в Европе. Особенно немцам уже им сказали, ребята, так, социалочкой завязываем. У нас тут великая борьба, потому что в 29-30 году Россия на нас нападет, и немок снова всех ать-ать-ать, как им рассказывают, да. Поэтому, во-первых, политическая нестабильность.
Во-вторых, дорогая энергия, энергетика будет только дорожать в Европе. Производство, вы сами видите, производство, энергоемкие производства уходят из Европы, переносят свое производство в другие страны. Поэтому, по логике, если у американцев есть мозги, и реально, то им надо сказать, ну, старались, ну, не шмогла я, мы уходим. Вот наши европейские коллеги и партнеры. Ну, погодите, уже Возьмут эту ношу на подождите, себя. после подписанной сделки уже никто никуда не уйдет. Почему? Ну вот смотрите, сейчас во время нашего эфира, ну, как бы там разница часовых поясов, друзья, ставьте лайк, спасибо большое, что смотрите. Выходит в эфир министр финансов США Бессент и говорит, Девочка, да, да, и у нее говорит, что поэтому было. Трамп сказал в овальном кабинете Зеленскому: у вас нет карт. Теперь Трамп раздал ему Royal Flash. Мы можем взять эти карты и показать российскому руководству. Они такие мягкие, руководство их так немножко потрет и использует по назначению. Какие-то карты. Ну, какие карты? Сделки. Вот, мы тут будем Ну, слушайте, ну, это пропаганда в чистом мире. Он Бессит девочка, да, открытая девочка. Ну, что с него взять? Ну, представляете, женская логика в мужском теле. Большой фанат, кстати, этих самых тарифов министра финансов, да. Правда, сейчас из него там делают всяческие героя, всяких битв финансовых, типа он обанкротил в свое время Банк Британии. Он шестерки Ротшильдов бегал за пилом Соросу, который с подачи Ротшильдов банкротил Банк Британии. Так что не надо сказки рассказывать. Да, потом его финансовая история, она такая не очень удачная. Но тем не менее. Ну, это еще раз, ну, что он, что Трамп, ну, там у него вся команда такая, что Петька Стакан. Красавцы. Поэтому, еще раз, 100 дней, ведь ему же нужно хоть что-то показать, да? Трамп же, он помешан на любви народа к своей собственной персоне, а ее нет. Все его действия, они как-то встречают противодействие и работают наоборот, получается. И тут на тебе, вот мы тут и не 350 заработаем, а триллионы, но потом. Вот мы помогли Зеленскому, все, теперь мы сейчас еще надавим на русских, сейчас тут еще примут, Конгресс быстренько примет новые санкции, закон о новых санкциях. И все, и Путин приползет на коленях, будет целовать мне попу, скажет Трамп. Вот так вот. Смотрите, американцы, никто не мог обломать Путина, а я величайший и гениальнейший лидер Америки, Нет, ну он об этом уже которому нет говорит равных. практически, что никто бы не сделал это ни для кого, Путин бы не сделал ни для кого, только для меня сделал. Ну, то, Ну, еще бы. что не захватил всю Украину. Ну и там Пока. сейчас заявления сыплятся от Белого дома о том, что Украину ждет суверенная, процветающая, такая будущее, вообще просто классная. Ну, как бы понятно, да? То есть, Ну да, в 91 году, по-моему, то же самое говорили. И на Майдане то же самое говорили. Уже как бы пора украинцам как-то память включать и логику. беспокоит меня Такер Карлсон со своими последними заявлениями. А Он... вы его не чешите, и беспокоить вас не будет. Не надо Как чесать в советском Карлсона. анекдоте. Да. Там Гондурас был, Нет, помните, ну нет? смотрите, ну он же как, он же вскочил, и поэтому ну, надо почесать Карлсона, ввиду того, что он заявляет вообще крамольные вещи, что Зеленский враг США, что с Украины готовилось покушение на Трампа. То есть это он на полном серьезе, там, Не, два ну эпизода. это же путинские нарративы, это СВР ему наверняка подогнал. Шутка. Не, ну, я не думаю, на самом деле, что команда Трампа вот так вот однородна, да. И на самом деле, я думаю, там есть различные фракции, которые представляют, скажем так, различные интересы разных групп в этой замечательной империи. Ну и, соответственно, все продвигают свои нарративы. И вот то, что говорит Карлсон, ну, в принципе, эм, это вписывается на самом деле в стратегию американцев по отношению к Европе. А именно, Зеленский британский шнырек. Они его делали, они его ставили. Вся администрация – это тоже британские шныри.
новый, скажем так, предполагаемый лидер, который придет на замену Зеленскому, сейчас пиарится всячески Залужный, это тоже британский шнырек. Но с какого вообще рожна мы тратим деньги, а они рулят? Поэтому давайте-ка с этой британской традицией в Украине будем заканчивать. Вот и все. Это можно спокойно рассматривать в этом русле. Поэтому вполне возможно, с Такера Карлсона на самом деле много чего начиналось, потому что это очень такой популярный, хорошо раскрученный сливной бачок. И вот что, помните, он первым взял интервью у Путина, Слушал, потому да, что, слушал про ну, потому рюриковичей, да. что здравые силы в американском истеблишменте, они с ужасом смотрели на 60 лет своей политики, которую спустили в унитаз по отношению к Китаю и России. Ну, Трамп, скажем так, его Dream Team, они, на мой взгляд, не очень умные ребята, чтобы все это как-то отработать взад. Надо тончее тут действовать и хитрее, но не получается у них. Как-то, знаете, шумели несколько дней, потом опять все заглохло. О том, что какие-то санкции готовятся против окружения Зеленского. Нет, ну Ничего. я думаю, я думаю, что им папочки показали, все показали, и мы еще не знаем, по каким вопросам они стали более сговорчивы, я не знаю. Честно говоря, мне этот белый шум уже, ну, это все и Трампа, всю эту канитель вокруг Украины, я уже даже перестаю читать. Ну, слушайте, будут действия, будет что обсуждать. Действия, вот лично для меня понятно, что война не закончится, потому что позиции сторон диаметрально противоположны. Я ждал реакции Кремля на очередные заявления Трампа после подписания готовности Зеленского на все и вся. Реакция Кремля вполне адекватна. Ребята, идите лесом с 30 с месячным перемирием. Наши цели не меняются. Все свободны, воюют дальше. Все. А единственный ход, который есть у Трампа, еще раз, это покинуть Украину. Вообще выйти. Потому что они признали, что, еще раз, Украина – территория прокси-войны, Америка ведет прокси-войну с Россией. Значит, есть две воюющие страны – Америка и Россия. С какого рожна одна из воюющих сторон конфликта вдруг становится медиатором, я не понимаю. Ну, по логике не проходит. И, соответственно, какой смысл общаться с Украиной, какой смысл общаться с Европой, когда нужно договариваться с США. Если США не в состоянии, скажем так, управлять своими шнырями в Европе и в Украине, ну, о чем тогда с ним договариваться вообще с Трампом, вот если так разобраться, о чем? Тут же уже там сенаторы, политики американские делают интересные заявления по поводу возможного вступления Украины в НАТО, что, ну, это, мол, при Трампе. Через пару лет все может измениться. Из этого, в принципе, Кремль может сделать только один вывод. Правильный, на мой взгляд, вывод единственный, что договариваться не с кем, гарантий никаких нет, нет Украины, нет проблем. Все. Мгм. А, Ну, а как еще? Ну, если тебе открытым текстом говорят, сейчас мы, придурки, сейчас мы вам еще один Минск состряпаем, а потом через пару лет все переиграем. Вот и все. И демонстрация, кстати, вот это вот заявление, ой, Герасима, да, который, да, нашего замечательного про мудрейшего, корейцев. про корейцев, ну, оно в тему, потому что и Ким Чен Ын приезжает, и, судя по всему, корейская коробочка пройдет по Красной площади. А оно очень в тему. Ребят, смотрите, у нас есть договор, товарищ Ким Чен Ын, наш лучший друг. Если что, он 200-300 тысяч подгонит. А как вот мне стало интересно, порылся среди реальных военкоров, а не этих вечерних мудозвонов, которых у нас, как и у вас, много. Ну, корейцы воевали достойно, причем все отмечали, что у них полное презрение к смерти. То есть великие идеи Чучхена нужно нести в Украину, в Европу. Все. Выполнять интернациональный долг. И вот 200-300 таких тысяч, таких ребят, я думаю, Ким Чен Ын за бабло немалое, но подгонит. Вот посыл. Что, ребята, да, мы вас поняли. Теперь смотрите, что у нас есть. Карта, как там, флеш-рояль, пожалуйста.
Ну, это тоже ведь вопрос престижа. Получается, русский солдат ничего не смог сделать, зовет корейцев. Ну, понимаете, я думаю, что если бы Путина сильно волновал престиж, он бы не занимался тем, чем он занимается. Его волнует, насколько я понимаю, по его действиям, его волнует результат. И, скажем так, дабы не и надо понимать еще одну простую, что кремлевские помешаны на социальной стабильности. Поэтому, если можно положить 200-300 тысяч чужих солдат, зачем своих класть? А кто там, грубо говоря, дойдет до Берлина? Белые либо раскосые, а вопрос второй. Главное, что дошли. Степан Евгеньевич, вот вы говорите о действиях, да? Понятно, что, ну, это вроде как не совсем может быть корректно, но это очень важный вопрос. Зеленский сегодня ввел санкции. Ввел санкции разные, там против каких-то, уже против кого Запад вводил санкции, те, кто торгуют ураном, предприятия, там, в общем, российские. Ну, такой пакет, там 3 пакета было. Один пакет, потом против каких-то людей конкретно, которые тоже завязаны на Россию, бизнесмены. Но это все вроде как логично, понятно. А 3-й пакет очень интересный. Значит, в него вошли из тех, которые там плюс-минус известные, да, то есть люди, бывшие тоже там политологи украинские, сейчас они находятся в России, 2 человека, там, да, Скупченко среди них, там, Василец, который отсидел, его обменяли тогда, ну, держали в СБУ, и тоже он в России, то есть они там находятся. А есть те, которые, да, вот с другой стороны находятся, то есть на Западе. И примечательно, что, да, кстати, в России тоже еще там Николая Азарова сын, то есть бывшего премьера, тоже против него сегодня санкции, как против гражданина Украины. И среди этих людей абсолютно разношерстная публика. Ну вот если так брать, там, Мирослав Олешко, он так и говорит, я порохобот. Ну, то есть я за Порошенко. Мгм. У него были проблемы, он слишком возмущался, что, мол, мобилизация плохая, и говорит, что надо этих ТЦКшников, в общем, сворачивать эту всю тему, да, потому что это ужас. Причем еще год назад, там, давно это было, да, и продолжает, выехал по справке и продолжает там свою какую-то журналистскую деятельность. Дальше Кость Бондаренко, историк, политолог, известный такой мастодонт украинской политологии, он выпустил книгу «Джокер», где такая политическая биография Зеленского, вскрытые определенные моменты очень интересные. Выпустил ее, и говорят, что все читают на всех этажах офиса президента, все политики, это такая популярная книга на самом деле оказалась, потому что там становление президента Зеленского и как он стал этим Джокером. И Арестович, который, собственно, в России экстремист, там куча уголовных дел на него и так далее, и так далее. В Украине ничего не было, там какие-то мелкие уголовные дела и преследование за критику негласное. А теперь санкции, понимаете? Ну вот я как подсанкционный человек вообще не могу понять, с чего вдруг. Так и эту тройку. Зачем Зеленский это делает? Потому что там он у себя в посте это говорит, что это типа пропагандисты войны. Это для того, чтобы там в выборы зайти со стерильным полем? Или что? Или какие-то другие Не знаю. мотивы? Возможно, я, честно говоря, психиатрии и наркологии не силен, поэтому это, наверное, вопрос к профессионалу. Но то, что Люся стала непримиримой борцухой с кровавым киевским режимом, это да. Это прикольно. Я обычно вот такие вещи делают уже на излете. Знаете, когда пришел приказ зачистить все и вся, скажем так, набрали всех преданных, а спрашивают как с умных. Ну и все идет скопом, списком. Я думаю так. Но, возможно, какие-то вариации на тему. Может быть, что-то обидное сказал, ему это кто-то запомнил. Такое везде бывает. Как вы оцениваете, Зеленский хочет быть похожим на Путина? А, Скажем так, вот я, наверное, крамольную вещь скажу, что если бы Россия оказалась
в такой же ситуации, как и Украина, у нас было бы, я думаю, все точно так же, как у вас. Поэтому не то, что похожим, а это у вас, как это, суверенная, нет, да, суверенная демократия в условиях правового государства на постсовке. Если вы посмотрите, везде все одно и то же. Просто, ну, режим оказался в критической ситуации, причем исключительно благодаря собственным действиям, и выживает как может. Вот и все. На кого он хочет быть похожим, трудно сказать, потому что, я думаю, там все зависит от времени суток и даже времени недели. Ролевые модели меняются. Это да, это, кстати, вы у меня один из первых экспертов, который четко сказал, смотрите, сейчас все поменяется. Путин станет миротворцем, Зеленский Ну, это план агрессором. такой был. Ну, а как вы еще будете завершать войну? Так Ну, Вова Путин, миротворец, подождите, кровавый диктатор как Зеленский. ее сейчас завершать? Вы же говорите, что никто не будет завершать. На поле боя, на поле боя ВСУ сливают, в большом счете. Европа сливала, западный мир сливал ВСУ практически с самого начала, если так разобраться. Потому что, ну, когда был пик мощи ВСУ? В самом начале. И, наверное, в 23 году перед трупонаступом. Но, если вы, в принципе, вот то, что делал Запад с ВСУ, на Западе за это дают под трибунал. Ну, элементарно. Есть замечательный танк, там, я не знаю, Тигр, Абрамс, что угодно. На Западе экипаж готовится от полугода до год готовится, как минимум. Прежде чем его можно выпускать, и он считается боеготовым. Сколько готовили в ВСУ? Месяц, два, три. То есть абсолютно неподготовленные экипажи посылали в бой. Далее, те же танки, те же Абрамсы, например, те же Брэдли, они должны действовать вместе. Они были разработаны под определенные задачи в определенном комплексе, который включает в себя еще ПВО, включает авиацию и все остальное. Вам этого ничего не дали. Только дали Брэдли и танки. Поэтому сливают кейс полностью. Просто они сливают так, что по возможности, если сначала была твердая уверенность, что еще чуть-чуть и кровавый кремлевский режим вот-вот ухнет, то сейчас уже этой уверенности нет. Ну, давайте за счет украинцев еще попьем русской крови. Вот и все. Поэтому да, как говорил Боррель, все будет решаться на поле боя. Сейчас, понимаете, в чем дело? Почему лично я против вот этого постулата, что все решит поле боя? Мне тоже там, Вы, смотрите, мне тоже там в чате называют наивным, там, розовым пони, все эти дела, то есть, Цоевым, да, почему? Потому что не решает поле боя. Ну вот решает. давайте, В нет, данном случае смотрите, решает. давайте лучший здесь пример, хотя там не совпадают первопричины, понятно, стороны Мгм. разные. Ну вот смотрите, Ближний Восток, да? Ну вот Сирия, сейчас она, как бы там, пригород Дамаска обстреливает Израиль, И друзы. В Израиле друзы израильские перекрыли дорогу, там бочки поставили, горит огонь, и они там требуют от Израиля, чтобы защитили сирийских друзов. В самой Сирии вот этот самый свободный режим, который поддерживает Урсула фон дер Ляйен, уже у них проблема, потому что против них вооруженное восстание, они пытаются с ним, ну, как-то справиться. Война в Сирии очень долго идет, и она переходит так вот из стадии в стадию. Поэтому поле боя там ничего не решит, понимаете? То есть, если бы Но там... в Украине, на мой взгляд, ситуация она кардинально отличается от сирийской, потому что, во-первых, всего два интересанта. Это США и Россия. И второе, США рано или поздно признают поражение. А это значит, почему не признают поражение? Ну, еще раз, 5 прилетов Украина превращается в Испанию с Португалией. 5 прилетов всего, 5. Теперь уже 5 осталось. А вы хотите оставить ВСУ без всего и вся? Ну, есть два туннеля, есть на западе станции, тоже все это уничтожается, в принципе.
Ну, а дальше что? Начинается просто тупая бойня, которая заканчивается мощнейшим прорывом всех фронтов. И все, на этом все заканчивается. Нет, в Украине есть националисты, замечательно, прекрасно, бандеровцы. У них будет своя территория, которую, возможно, под чуткое руководство возьмут поляки и вспомнят им все. Венгры тоже, у них есть что им вспомнить. Будет просто, ну, поделят страну на зону оккупации. Вот и все. Здесь все значительно проще. Здесь не как в Сирии. В Сирии вообще воюют все против всех, по большому счету. Так вот, и мы Вот, к этому можем прийти, понимаете? ну, слушайте, вот смотрите, как вы их называете, оккупированных территориях партизанское движение есть? Нет. Там все спокойно, все Нет, тихо, все ну, отстраивается. И не будет. взрывают же, подождите, и на оккупированных территориях, и в глубине России Взрывают, да, да, террористическими взрывают. методами, как Да, говорят да, в СБУ Украине, взрывает. этими Вопрос решается целями, очень да. просто на самом деле. В каждом городе есть отделение СБУ, да. Ну, вот туда начинаются постоянные массированные прилеты. Через некоторое время СБУ будет знать свое место, будет вести себя тихо. Это уже еще пока ничего не делается, поэтому я говорю, что после Курска, после того, что нам там показали, после того, как ушла украинская армия, все как-то резко изменилось, началась война. И вот эти вот перемирия, переговоры, они не должны на самом деле никого, на мой взгляд, вводить в заблуждение, что вот-вот сейчас все помирятся. Не. Это пришел Трамп, начал мутить воду. Ну, все на него посмотрели так. Ну, дай бог, что-нибудь получится, если ты в себя придешь. А он не может в себя прийти, потому что, еще раз, он император. У империи одна модель. Это мир через силу. А сил нет в данной ситуации, как, впрочем, с теми же хуситами и Ираном. Ну, значит, империи придется прописать, как я называю, ректальный суппозитарий реальности. Может быть, не один, а даже два. И потом в себя придут и скажут, слушайте, цели в Европе выполнены, в принципе, Евросоюз капут, НАТО капут. Если мы сдадим Украину, там вообще все к черту рассыпется. Замечательно, придет МВФ, всех полечит своими долгами, как обычно. Ну все, что, давайте договариваться с русскими. Все. На их условиях только теперь. Причем еще раз это договорняк. Ну как вам объяснить? Я вот это 3 года назад объяснил. Это договорняк. И все к этому идет. Просто это театр абсурда, который разыгрывают для, условно говоря, для того, чтобы уши не торчали. Вот и все. Европейцы радостно роют себе могилу, да в 3 смены. Потому что они нашли наконец-то идею, вокруг которой можно весь этот европейский садик объединить. Это страшный медведь, с ним надо бороться. Я имею в виду брюссельскую бюрократию. Война для них это практически существование. Не будет объединяющей идеи. Во-первых, с них спросит электорат. А во-вторых, как-то все НАТО рассыпется тут же. Евросоюз тут же рассыпется. Слишком много желающих уже уходить. Поэтому американцы скоро поймут, что, слушайте, конечно бы нельзя признавать тут поражение. Все же смеяться будут, как будут тыкать второй Афган. Но с другой стороны, если мы уйдем, наши задачи в Европе будут выполнены еще быстрее и более эффективно. Мы уходим. Мгм. Все. Хорошо, а если... Ну, давайте, я не верю в то, что США возьмут и уйдут. Ну, опять-таки, наши просто взгляды с вами не сходятся. То есть, по поводу поля боя, я считаю, что это пусть вообще в никуда, и это будет зияющая дыра военная на долгие, там, на десятилетия точно. Нет, капитуляцию подпишут и демилитаризацию, и все. Но Ну это вот же вы просто, означает... понимаете, Подождите, но... Нет, вы так просто это же представьте означает... Так себе, это что означает, что такое. надо дать Путину победить, понимаете? Ну да, а американцы это сделают, потому что они взвесят все за и против, подумают, так, развалить НАТО, развалить Евросоюз поможет? Поможет. Вова, дорогой, давай дружить. Что ты хочешь? Нам пофиг.
Причем, ведь почему Трамп вообще вот, хочет завершить какие-то дела в Европе и на Ближнем Востоке? Китай. Они этого не скрывают, они открыто говорят, что ну, нам нужно завершаться в Европе, это не наша война. Нужно завершаться на Ближнем Востоке тоже, чтобы там был мир на долгие годы. Ну, имеется в виду снова мир через силу, чтобы уничтожить регионального гегемона Ирана, который угрожает гегемонии США посредством ЧВК Израиль, и сконцентрироваться на Китае. Говорят, говорят, делают, делают. Но не получается. Бывает. Значит, нужно что? Резать потери. Репутационные, слушайте, если бы они заботились о репутационных потерях, такого позора в Афганистане они не допустили. Причем в Афганистане был режим, на самом деле, который очень похож на состояние украинского режима сейчас. Да? В чем там проблема-то потом выяснилось? В чем? Очень просто. Сбежавший министр финансов, он рассказал, что, ну, понимаете, 300 тысяч солдат, которые на бумаге были в казармах, их там никогда и не было, а денежки мы по карманам Да, у рассовывали. нас сегодня депутат Безуглая вышла, сказала, половина армии в ТЗЧ. Половина. Ну, ну, плюс тому, как, я думаю, все видели закупки в армии, по каким схемам идут, сколько вооружения доходит до фронта и тому подобное. Поэтому вот почему так на самом деле слопнулся режим в Афганистане, почему пиндосы бежали. Потому что им показывали отчетность, слушайте, у нас тут 30 тысяч солдат в казармах тренируются, бабки получают. Их не было. Так а почему, правда, там Трамп не мочит Зеленского? Вроде уже и сделку подписали, но сейчас там еще два А дополнительных. зачем? Но Зачем? вот тоже вопрос. Знаете, многие говорят, Трамп ненавидит Зеленского. Прям открыто так это. Слушайте, вот я вам так скажу. Зеленский – это полезнейший из идиотов, который только был придуман. Он полезен Западу, он полезен России. Западу он полезен тем, что выполняет все хотелки. Насрать ему на украинцев, насрать ему на Украину. Потому что его все время отбирали по морально-волевым. Вели его с момента снятия замечательного фильма про украинского президента. Да? Там все было запрограммировано давно. Чем он полезен России? Ну, человек неадекватный, он принимает такие, скажем, экономические военные решения, что ну, хочется стоять и аплодировать, если ты противник, да. Бахмут, Курск, мобилизация в такой форме, невыплаты военным. То есть, ну, отсюда вы имеете половину армии в СЗЧ. Вот и все. Он полезнейший из идиотов для всех. Причем, Вопрос в том, когда у какой стороны, скажем так, побочка от Зеленского, поведение Зеленского превысит его полезность. Он будет ликвидирован. Я думаю, что это будет точно, он будет ликвидирован точно не Россией, он будет ликвидирован Западом. пишите в комментариях, согласны, не согласны за Степаном Геннадьевичем. Видите, ну как мы дискутируем, потому что тут такой момент. Ну вот капитуляция, насколько это страшное, ну слово страшное, да, как бы на самом деле, по сути, ну страшного ничего не происходит. Ну да, у вас в телевизоре была одна морда, один марафон, будет другая морда, другой марафон. И стрелять не будут при этом. Вот и все. И работать будет. Вот и все. Чтобы капитуляция для Украины. Если так разобраться. Ну вот, те же 4 области и Крым. Ну, было одно лицо, один марафон. Сейчас другое лицо, другой марафон. Только не стреляют. И все отстраивают. И все. Вся разница. Ну, тоже диктатура, тоже закрытые границы, тоже... Ну, границы закрыты, скажем так, не самим государством, а закрыты западными партнерами. Это большая разница. Да? На границах никто не отлавливает. Отлавливают на тех границах в месте прилета. А так, все то же самое. Ну, правда, мова не приветствуется. Это, да, для маленькой части населения Украины это принципиальный вопрос.
Ну, как не Да, приветствуется? Ну, разговаривай, но на здоровье учись. Но не надо всем насаждать. нет, ну, насколько там, по моей информации, ну, я знаю, в Крыму. В Крыму вообще по барабану. Мова, не мова, то есть Ну, э, пофиг вообще. там вообще она вписана как государственный номинально, да, и, ну, там как-то... Просто понимаете, в чем дело? Тут же не выходит, то есть не выдерживает конкуренции. Конкуренции там в языке. Ну, всегда есть люди, там, они Да, по-украински всю жизнь но это говорят. на самом деле мова, она сильно напоминает иврит. Ну, иврит, ну, вот он был создан, когда в середине, где-то в 1850-х, 60-х годах сионистами, потому что учить, скажем так, хибру евреи отказывались в гетто, потому что, ну, тяжелый язык, непонятный. Взяли, по-моему, диалект словацкого, вязь эту арабскую, вот сделали иврит, сделали иврит. Проблема та же самая была. Очень бедный язык получился. И когда образовалось государство Израиль в 1948 году, если не ошибаюсь, то, разумеется, нужно было учить своих военных, учить своих инженеров. Ну, еврей для этого был абсолютно непригоден. Так и мова. Слушаешь кого-нибудь. Ну да, вот что-то улавливаешь, если особенно медленно говорят, понимаешь. А потом, бац, пошли родные слова. Что-нибудь из инженерии, военного дела и тому подобное. Да, Но это значит, все лирика. друзья, значит, лирика Монорика. Подведем итоги нашего опроса. Тут в чате пишут господин Шелест. Между Россией и США есть договорняк. Неужели такой умный, как журналист, вы не чуете? Ваш собеседник говорит абсолютную правду. Ну, чтобы собеседник говорил абсолютную правду, его ж надо об этом спросить. Спросить, да, да, Потому да, что да, да. культурные люди, они, когда их не спрашивают, они не говорят. А люди этого не понимают. Ай, подведем итоги. Я же вас спросил, простой вопрос. Нет, По- а люди, вот они, к сожалению, не совсем догоняют, в чем заключается суть работы ведущего. Ну, дело такое. Значит, поддерживаете ли вы Зеленского? Да? Я ж спросил в начале в чате. Вот, пожалуйста, ответы. По 3% да, или когда да, когда нет. 29%. А кто это? У Ермака работает? 65% сказали, что нет. Вот такой итог. Это в контексте этой сделки, в контексте вот этих всех танцев Ну, с у вас бубном. не репрезентативная выборка, скажем так, очень специфическая аудитория. Так а я не претендую ни на что, понимаете. То есть я не говорю, что это прям норма такая, да, что вот нет и все. Если правильно проводить опросы, то 75% американцев поддерживают Трампа. Не 41, а 75. И в Украине тоже. В Да. потужности границы 91 года тоже верят. Причем самое интересное, что сегодня было заявление официального МИД Российской Федерации, что никаких границ 91 года Украина не получит. Официально. Я финальный вопрос хотел задать, но он ложится, в принципе, в сумасбродность Трампа. Какая-то вот истерика вокруг Уолтса происходит сейчас. Значит, вчера он раздавал интервью, заявления делал такие. Ух, Это советник Трампа по нацбезопасности. нацбезопасности. Вроде как бы потужно, молодец. Но сегодня начинают писать, вот его уволили или нет, увольняют. Потом к вечеру, да нет, еще не уволили, но уволят. Вроде как по собственному, но сам уходит. То есть, вообще, конечно, такая тенденция очень интересная. В каком смысле? Ну, там пишут, что Уитков может стать таким же советником. Ну, как бы должность эту получить. Но вроде Витков говорит, я не хочу, мне и так нравится ездить по миру, представлять Трампа и без этой должности. В общем, Уолтс это вот первая такая ласточка, да? Мы же помним первый срок Трампа. Вот Ну, такая чехарда. возможно, нет, на самом деле первой ласточкой, я думаю, стал Маск. Да, когда все это начиналось, я помню, я ему дал 6 месяцев. Ну, вот он, ну, по факту слился через 3 месяца. Пошел заниматься собственным бизнесом обратно. Сконцентрировался на бизнесе. Э, Потому что, ну, была просто... Люди, наверное, не, ну, не совсем понимают, откуда растут ноги у всей этой
трамповской авантюры. Значит, был такой создан в свое время консервативный институт после первого срока Трампа. Я не помню даже его название. Но у них, они написали программу, называлась она программа 2025. Пугали демократы всячески ей избирателей. Трамп во время предвыборной программы всячески открещивался. Но оказалось, что это его ребята писали. Ну, как не его ребята, спонсор и идеолог этого института, теперь его ближайший советник. Правильная программа, на самом деле. Ну, в том смысле, что Америкой рулит агентство. Не Конгресс, не президент, а агентство, которое выпускает свои подзаконные акты, регуляции, которые регулируют и индустрию, и все на свете. И отсюда пошло вот это выражение, образовалось interagency, внутреннее агентство. Это такая мощнейшая бюрократическая структура, называется еще болотом и тому подобное, с которой борется якобы Трамп, осуждает. И вот одним из основных, что ли, постулатов агенды, агенды 2025 являлась как раз борьба с этими агентствами, возвращение власти избранным лицам, то есть Конгрессу и президенту. И было придумано вот такой хитрый ход, типа мы сейчас тут аудит устроим и всех почикаем. Я тогда еще подумал, ребята, вас, и говорил, кстати, об этом уже, ребята, вас в судах раком поставят. Это и произошло. То есть люди вообще не думают, что делают. У них, знаете, вот как я определяю дебилов, цель вижу, преград не вижу. Вот это они. Да, друзья, Поэтому, если говорить о том, что началась ли проблема в команде Трампа, посмотрите на первый срок Трампа. Тоже где-то после 100 дней его команда, сильно поменялась. Очень сильно поменялась. мгм. Кого-то он уволил, кто-то сам ушел, не смог с ним работать. Значит, давайте, друзья, к вашим вопросам, пожалуйста, Степан Геннадьевич, режим Блиц, чтобы больше Да, пропустить да, да. народу. Начнем с закрытого клуба Шелест в Телеграме. Это клуб зрителей, то есть там нет новостейного потока каких-то, там исключительно наше общение, изредка какие-то мои аудиосообщения и Где вы всех полностью... баните, как жалуются люди, пришедшие от вас? К вам ходят Я вот... сам люблю поиграться с Да. Хаммером, Банхаммером. Ну, в общем, да, в общем, переходите туда, там исключительно видео и аудиоверсии, там удобно, да, смотреть, если вы там какие-то проблемы с Ютубом имеете или просто хотите пересмотреть и не хотите листать на Ютубе, заходите в Телеграм, это удобно. Ссылка в описании, это закрытый клуб зрителей. Начнем оттуда. Тут буквально вот давайте вот такой вопросик. Спрашивает Игорь. Добрый вечер. Если бы Беларуси победила Тихановская, нас бы ждало то же, что в Украине? Я думаю, да. Модель одна и та же. Степан Геннадьевич, мы видим, что Трамп высказывает недовольствие Путиным, Россией. Думаете, Трамп сможет давить на Путина? Какие есть реальные рычаги? Реальные рычаги экономические, да, скажем так, из официальных. На неофициальные, так, по слухам, Путин уже забил. И сказал об этом своим олигархам тоже официально, что, ребята, забудьте про деньги на Западе. Санкции, которые будут бить по нефть, по экспорту. Предлагаемые, скажем, тем же граммам. Вопрос в их имплементации и вопрос в эффекте от этих санкций на экономику США и мира. Мгм. Потому что все вот эти великие экономические умы, в кавычках, разумеется, которые разрабатывали санкционную политику против России и, в частности, на основе которых строилась политика Запада по отношению к России и втягивание России в украинскую аферу, они малость не поняли одной простой вещи, что одно дело накладывать санкции, скажем, на Иран, а другое дело накладывать санкции на страну, которая является первым, вторым производителем нефти. Сейчас уже вторым, третьим. А сланцевая нефть снова упала. Короче, в тройку производителей входит. И здесь мораль простая. Либо вы
полностью накладываете торговое эмбарго, либо вы даже с этим не рыпаетесь. Поэтому, Так. да, формально санкции, формально санкции. Но вопрос в том, еще раз, каков будет обратный эффект и возможно ли их вообще ввести. Мгм. Значит, Сергей спрашивает два вопроса. Значит, сегодня было покушение на Стерненко, волонтера Кто там. это? Волонтер, правосек, который убил человека, и сейчас Ага. ультрапатриотический То человек, есть который собирает на покушение дрон. на убийство убийцы. Ну да. Да, то Новость. есть люди мало поверили, потому что там была такая ситуация. Женщина поджидала у подъезда, он шел с охраной, женщина выстрелила в него, как бы пуля прошла насквозь. Задело ухо. Нет, говорит, возле сердца сначала первые там эти, ну, сообщения, а когда появилось видео, видно было, что ягодица. Но он там Может, у человека сердце упало. Что вы прям так сразу? уходила, так сказать, в пятки, а тут А стрельнули, женщина да. высокого роста была, да? Так что Вот, ну такой спорное видео. И вот Сергей спрашивает, это вот пружина, которая сжималась с 14-го, разжимается, и люди начинают немножко, ну как бы бунтовать против системы вот этой. И как вы относитесь к тезису, у меня в эфире был Руслан Кацаба, говорит, что 90% военных не войдут в гражданскую жизнь. ну, вот я, честно говоря, не знаю про военных, лучше, наверное, сказать. Ну, ПТСР, вот по статистике где-то 25-30%. То есть людям уже тяжело адаптироваться. Ну, и военные обычно после длительных конфликтов, вот их благо их, ну, не благо, а было много, да, без, скажем так, поставлены на поток психологической реабилитации, обычно ломают много дров, и у них много проблем. Это вот хорошо, по крайней мере, у американцев известно и по Вьетнаму, и по Ираку. По Ираку значительно меньше, а по Вьетнаму из-за продолжительности конфликта и продолжительности нахождения в зоне конфликта, в общем, а, и кровавости, условно говоря, конфликта, проблем очень много было. Мгм. 90 не скажу, не думаю. Ну, Да, процентов 30-40, да. значит, ну, про Стерненко Я даже не знаю, кто это. посмеялись. Значит, сколько у вас процентов украинской крови? Степан Димура спрашивает пользователь. Наверное, где-то 25, четверть. И то там эта четверть пришла там литовская и украинская. Адская смесь. Это да. Но не Киев, латышская, а литовская. Тут не надо грязь. Киев фишки. Как вот говорили, что у латыша и душа, понимаете? То Да. есть, вот, Киев фишки. Здравствуйте, с праздником вас. За что так жестко поступили с Швабом? Ну, провалил все, чувак. Много обещал и не смог реализовать. Вот и все. Ребята лет 50-60 к этому готовились. И он себя презентовал как чуть ли не бога, который все в натуре разрулит, тут все нормально, книжки напишет, всех подготовит. Ну и провалил. Ну и, соответственно, должен поплатиться. Самая страшная цена – это забвение для таких людей. Когда он был на вершине мира, а теперь он в грибной яме где-то там. По смешным обвинениям. Что деньги компании, пардон, на людей тратил. На массаж. Ну, вообще, что может быть смешнее и грязнее, я даже не знаю. Каким вообще долбоемом здесь надо быть, чтобы деньги компании на массаж тратить. Типа своих жалко, жлоб. Ну, на самом деле, по 70 это у него такое, знаете ли, генетическое, потому что у него папаша был известным полезным евреем в Третьем рейхе, известным нацистом, занимался поставками для ядерной программы Гитлера. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Степан Геннадьевич. Очень долгое время живу во Франции.
Сергей пишет, есть паспорт этой страны. То, что здесь происходит последние 2 года с финансированием науки, начинает вызывать беспокойство. Люди, занимающие постоянные позиции в лабораториях, вообще перестали чем-либо заниматься в плане реальных исследований. Научная инфраструктура деградирует, потому что ей никто не пользуется. У нас недавно в университете станцию сжижения гелия, потому что ее содержать дорого. Сжижение гелия, Ну, ну, видать, по всей видимости, либо продали, либо ну, разобрали. либо утилизировали. Короче, не востребовано. Молодые кадры приходят в аспирантуру, имеют уровень студентов-первокурсников. Деградация страшная, никому ничего не нужно. Педрилья, как она есть. Думаю, в следующем году переехать в Германию или может вернуться в Россию. Коллеги в Москве получают зарплату, сравнимую с моей во Франции. В США что-то не тянет. Есть еще приглашение из Китая. Работаю в области полупроводниковых квантовых технологий. За советом пришел Сергей к вам. Я думаю, в Китай. Там и платят хорошо, и для них эта тема актуальна, поэтому, скажем так, проблем с финансированием и с любой технологической базой у вас не будет. Здравствуйте, Степан Геннадьевич. Есть ли шансы у окопавшихся в России беглых устроиться в руководстве новой Украины? Сегодня СБУ отмазывает некоторых: Семченко, Василец, Медведчук, накладывая санкции. Может быть, может быть, может быть. Ну, опять же, слушайте, шансы есть у всех. Да. Вопрос в том, будут ли они востребованы, будет ли этот шанс реализован. И потом, и я что-то сильно сомневаюсь, что если все будут делать кошерно и халяльно, да, в Украине, скажем, если выбирать новую власть, то эти ребята имеют шанс избраться. Добрый вечер, Александр Степан Геннадьевич. Вопрос. Все голову ломают, куда Зеленский непосильным трудом нажитое вкладывает. Недвижимость, рудники. Может, он прикупил платный VPN-сервис? Тогда становится понятно, почему санкции блокируют все, что может в Украине. Заранее спасибо за ответ. А правда, вот нам же турбит пропаганда российская о каких-то несметных сокровищах. Может, они и правда есть несметные? Есть, есть, Мы есть. не знаем. В крипте, 30%, наверное, в крипте, остальное рассовано в недвижимости. Это на самом деле было интересно посмотреть, когда только началась война, что происходило в Прибалтике. Там моментально образовалось, буквально через 6, наверное, месяцев, огромное количество дорогущих иномарок с украинскими номерами, которые скупали все подряд. Недвижимо, просто все подряд. Так что было бы странно ожидать чего-то другого. Нет, ну просто же это все находится, это же... Слушайте, все ходы у пиндосов записаны, на всех есть папочки, да? Они же не просто так все делают. Это же, ну как получилось с российскими чиновниками, с российскими олигархами. Вдруг все узнали. Вдруг банки, юридические конторы раскрыли информацию секретную, да, о всех трастах и все. Ну, все записано, все знают. Нужно просто вовремя прийти и нажать кнопочку и показать папочку. Поэтому ничто не ново под луной. Да, все-таки пишут, что Трамп заявил, что выдвинет Волца, уволенного на должность постпреда США при ООН. Временно исполнять обязанности советника будет госсекретарь Рубио. Ну, это вот свежая информация Не, сейчас. Волск, еще раз, ничего понял. Волск куда уходит? В ООН? Да, в ООН. Ну, вроде А, как, да. тоже важная должность. Очень важно, безусловно. Значит, Не, ну мужика это самое, был сенатором, хорошо, крепко сидел так. Его выдернули из Сената, поматросили 100 дней, выкинули нормально. да уж, есть такое дело. Значит, вопрос. Ну, Глеб, вроде как очевидно, но тоже важно, наверное, проговорить о том, что вот это соглашение и сделка — это плата за физическую и финансовую неприкосновенность Зеленского и компании или попытка Нет, ну слушайте, ну спасти вот люди страну? говорят о какой-то неприкосновенности, каких-то гарантиях. Посмотрите на Саакашвили, да. Когда он вернулся в Грузию, у него были гарантии 2 обкомов.
европейского и вашингтонского. И эти оба обкома его просто сдали, кинули, чтобы не мешался под ногами, когда раскручивали Зеленского и втягивали Путина в войну. Это все. Здравствуйте, Степан. Вероятно, вы слышали, что Китай собирается вывести с европейского рынка свои ценные бумаги на триллионы. Власти Гонконга активно работают над созданием альтернативы европейским депозитариям Евроклир и Clearstream. Это может быть связано с тем, что КНР хочет подготовиться к возможной блокировке средств в Европе, как это произошло с Да, российскими да, активами. А да. что ждет в такой ситуации и будут ли конфискованы российские активы, если им все равно уже терять нечего? Я думаю, что, ну, там, во-первых, счета, да, пустые. Они есть, но счета пустые, насколько я знаю. И никто особо ничего возвращать не собирается. Это не есть часть договорника. Насколько я понимаю, значительная часть этих активов, она будет оприходована тем, кому это нужно оприходовать, в обмен на значительную часть Украины. Возможно, теперь даже на снятие санкций. Значит, На признание официальное, скажем так, результатов на поле боя. переходим к чату. Отсюда несколько вопросов, поэтому можно уже писать. Ле Авок, пользователь. Вопрос. В сети есть фанаты Британии, мол, умненькие, хитренькие и с мега-традициями. У них осталось что-то, кроме терактов в арсенале? Или они всех акцентом завораживают? Ну, я на самом деле вот этот островной акцент в английском я его просто не перевариваю. У меня это на каком-то физическом, физиологическом уровне. Хотя, в общем, английский для меня второй родной. А, вот о хитреньких, умненьких следует говорить, на мой взгляд, в прошедшем времени. Потому что элита деградирует, все везде деградируют. Достаточно посмотреть на те глубокие мысли и глубокие планы, которые выработали бритые по отношению к Российской Федерации и Путину, который уже давно понятно, что, ребята, вы просрали все полимеры, но они тупо продолжают следовать этим планам. Именно бритые совершили роковую для самих себя ошибку в 22 году, прислав Борьку щетку, отговаривать испуганного до усрачки Зеленского не подписывать. Все сейчас говорят, американцы, нет, это были бриты. Это была их роковая ошибка в этой афере. Потому Мгм. что планы разрабатывали дяди, которые уже, ну, старенькие, кто-то из них уже ушел. А сейчас рулят те, кто им за пивасиком бегал по всему миру. Ну, за редким исключением. Значит, вопрос. Да, улетел вопрос. Сейчас найдем его. Вот он. Значит, Евгений Геральт Филиппов спрашивает, по вашему мнению, что будет с Прибалтикой? И к чему вот эти все, сейчас вся Ничего, активность ничего. военная? Нет, ну, бритые создали группу неравнодушных. Там, по-моему, финны, датчане, прибалты и сами бриты. Я думаю, они будут мутить. Группа должна начать мутить что-то в Балтийском море, чтобы практически закрыть это море для российского судоходства. Я думаю, что сейчас уже у кремлевских руки достаточно развязаны, чтобы и ситуация сильно изменилась, чтобы сделать что-нибудь очень показательное, сплюнуть и сказать, ну что, где ваша пятая поправка? И прибалты тут же притихнут. Наши шавками только так и можно. Нужно ногой так пнуть одну, и вся стая шавок разбегается. Изяшний персон. Возможен ли переход в Украине текущей войны в гражданскую? Как думает Тимура? Ой, слушайте, я не думаю. Много говорили то же самое про Штаты, про гражданскую войну, про Россию, про Украину. Ну, кто там мог? Не, ну если, конечно, эти самые бандеровцы восстанут и скажут: геть, Зеленский, геть. Ну, я думаю, уже все настолько устали от войны, что
Бендеровцы просто будут мочить ночью на углах. Мгм. Дарья Пахилина спрашивает. Завтра 2 мая. Озвучат ли когда-то правду по событиям 2 мая в Одессе и будут ли привлечены к ответственности виновные? Как вам кажется? Какая страна звучит? Украинская? Не думаю. Может быть, после завершения процесса денацификации, что правильно выглядит слово, и озвучит. Виновные, не думаю, будут, может быть, будут наказаны. Скорее всего, уже посмертно. А посмертно никого не наказывают. Да, друзья, всем большое спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайк. Нас вот смотрит сейчас 27 400 человек. Это вот как в пику вот этим всем идиотам, которые запрещают, закрывают YouTube-каналы и не дают посмотреть. Я думаю, что все уже разобрались. Если не разобрались, подскажите тем, с кем вы вместе смотрите канал Шелеста. То есть просто поменяйте страну в настройках и будете там не в Украине, а в Уганде или Беларуси или где-то еще, где угодно, будете спокойно обходить вот эти дурацкие запреты, то есть это несложно. Ну, или VPN, да, там уже многие приловчились и понимают, что многое сейчас блокируется в сети. Степан Геннадьевич, я поздравляю вас с Днем Труда. Да, Мир, труд, май. мир, дружба, май, да. И, Мир, труд, май. Мир, труд, май, да. и увидимся с вами через неделю. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо за что пригласили. Друзья, берегите себя. Еще раз всех с праздником. Через полчасика пошумим в прямом эфире вокруг этих бурных событий, которые сегодня происходили. Добра и света в каждый дом. До скорого.